Сегодня я расскажу вам историю о проклятии семьи Белл. История семьи Белл – это самый зловещий случай полтергейста. Что же изводило людей, превратив их жизнь в ад, и в конечном итоге убило Джона Белла? Злобный дух, мстительный призрак или проклятие соседки-старухи? Считается, что женское проклятие обладает особой чудовищной силой. Что же обитало в доме Беллов? И это что-то точно существовало. Очень много было тому свидетелей, так что эту легенду невозможно считать выдумкой. Всем привет! Вы на канале Мистика. Слышали ли вы когда-либо странные звуки, но не могли понять, откуда они исходят? Грохот, шум, удары в стену, еле слышный шепот, крики и стоны. Пропадают и появляются предметы. Двери сами открываются и закрываются. Хотя полтергейст, иначе барабашка, считается неопасным явлением, так как не наносит людям физического вреда, но все же бывают и исключения. Поведение полтергейста. Ощущения, запахи, стоны, голоса, крики, прикосновения, хлопанье дверьми, швыряние предметов, чтобы вызвать испуг, укусы, удары, кровь на стенах, зловещие надписи. Джон Белл родился в 1750 году. Умер 20 декабря 1820 года. Смерть его была приписана сверхъестественным причинам. Родился в округе Эджкомб, штат Северная Каролина. Белл был подмастерьем, изготовителя стволов. Позже стал фермером. Он женился на Люси Уильямс в 1782 году. Следующие 8 лет семья Белл процветала и была одной из самых успешных плантаторов. Почти 200 лет тому назад, в 19 веке, в городке Адамс, штат Теннесси, жил фермер Джон Белл со своей женой Люси и детьми. В 1817 году фермер Джон Белл переехал из Северной Каролины в долину Красной реки. Семья поселилась в общине. Белл купил там участок земли и большой дом у Кейт Батс. Все было спокойно до 1817 года. А потом на семью Белл обрушилось проклятие. В доме объявился полтергейст. Сами собой закрывались и открывались двери, предметы переворачивались вверх дном. Кейт Батс утверждала, что Джон Белл во время сделки обманул ее. Старуха Батс поклялась наказать Джона, даже если для этого ей придется вернуться из могилы. Дела у Джона Белла на тот момент шли в гору. Он купил еще небольшой участок земли и занялся разведением хлопка. У Джона Белла появились новые друзья. Его уважали, с его мнением считались в общине. Белл стал успешным фермером и получил известность на новом месте. Но совсем скоро спокойной жизни Беллов настал конец. Говорят, Джон и его дочь Бетси Белл начали страдать от существа, которое стало известно как Белл-ведьма или Кейт Батс-ведьма, в честь Кейт Батс, соседки семьи Белл. Затем сущность начала нападать на членов семьи и даже посетителей дома. Ведьма стала известна повсюду. В 1817 году Джон обходил свое поле и наткнулся на необычное животное с телом собаки и с головой кролика. Испугавшись, Белл выстрелил, и зверь исчез. Вечером в тот же день, когда вся семья была в доме, послышался стук. Белл с сыновьями вышли на улицу, чтобы посмотреть, кто же стучит, но возле дома никого не было. Несколько раз хозяин с ружьем обошел дом, пытался понять, в чем же дело. Удивительно, стук доносился не снаружи, а вроде как из стен. С этого дня жизнь Джона и его семьи изменилась навсегда, и он столкнулся с тем, чему не было объяснения. Стук повторялся каждую ночь, переходя в грохот. Семья Беллов не могла спать. Стук вызывал страх и панику. Позже стук стал раздаваться уже внутри дома. Злобный дух начал изводить семью.
Дети боялись спать, кто-то скреб когтями пол, сбрасывал на пол одеяло и подушки, хлопал дверьми. Был слышен скрип ногтей по стеклу. Среди ночи над кроватками раздавались звуки, как будто кто-то хлопает крыльями или издает рычание. Как-то ночью сын Беллов, Ричард, проснулся от того, что кто-то вцепился ему в волосы. Он закричал от боли, и тут же стали кричать и другие дети. Больше всех доставалось дочке Беллов, Бетси, 12 лет. Он щипал ее, бил. Синяки на ее теле не сходили неделями, выдирал волосы, отвешивал подзатыльники. Позже стук и грохот в доме прекратился, и вскоре в доме стали слышать бормотание старухи, плач и причитание. «Кто ты такая?» – как-то спросил у нее Джон и получил ответ. «Я ведьма», – ответил старческий женский голос. С того времени злобный призрак стали называть «Ведьма Беллов». Однажды в доме у Беллов заночевал гость. Ночью вдруг кто-то сорвал с гостя одеяло, и оно повисло в воздухе. Гость не испугался, вскочил с постели и, схватив одеяло, закричал хозяину, что поймал призрак ведьмы. Они решили сжечь одеяло с ведьмой в огне. Не успел гость сделать к очагу и шага, как вдруг комната наполнилась странным зловонием. Вонь была настолько сильной, что гость бросил пойманного призрака и выбежал, как ошпаренный, из комнаты. Позже, когда Джон и его гость вошли в дом, запах уже исчез, а одеяло валялось на полу. Отчаявшись, Джон решил посоветоваться со своим другом Джеймсом Джонсоном, так как тот увлекался оккультными науками. Джонсон решил переночевать в доме Беллов. Ночью злобная ведьма тоже пинала, щипала, таскала за волосы гостя. Одеяло Джеймса Джонстона сбрасывалось на пол, и после нескольких ударов он выскочил и громко закричал: «Я спрашиваю тебя во имя Господа Бога, кто ты и чего ты хочешь?» Ответа так и не последовало, но призрак затих, и ночь прошла спокойно. Утром Джонстон, посовещавшись с Джоном Беллом, решил провести ритуал экзорцизма, чтобы изгнать дух ведьмы из дома. Экзорцист из Джонстона получился неважный. Злой дух затих всего на неделю. Вскоре призрак вернулся и обрушил свою злобу на Бетси. Таскал ее за волосы, щипал ее и даже бил кулаком в лицо. Родители не на шутку испугались за жизнь дочери. До этого Бетси никогда не жаловалась на здоровье. А тут вдруг начала терять сознание, впадала в транс и по часу находилась без сознания. Слухи о ведьме Беллов дошли до Эндрю Джексона, генерала, который был знаком с двумя братьями Белл, Джоном и Джесси Беллом. Они воевали под его командованием в сражениях под Новым Орлеаном. Он решил посетить Беллов и увидеть, что же там происходит. Генерал Джексон в сопровождении нескольких человек отправился к семейству Беллов. Приблизившись к земле Беллов, фургон вдруг остановился, как будто его вкопали в землю. Джексон произнес: «Видимо, это все проделки ведьмы». Как только он сказал эти слова, как вдруг женский голос заговорил с ними. Женщина сказала, что они могут дальше продолжать свой путь, но вечером они еще встретятся. Генерал Джексон и Джон Белл-младший вечером беседовали, вспоминая о прошлом. Вдруг один из людей Джексона решил подурачиться. Достав пистолет, он заявил, что будет укротителем ведьмы. Сейчас вызовет ее и убьет. И тут же он начал кричать от боли. Позже он рассказывал, что в тот же момент почувствовал, как в него вонзились иголки, и кто-то начал колотить его. Генерал Джексон не стал ночевать в доме Беллов. Со своими людьми он устроился на ночлег в фургоне в поле. На следующий день Джексон и его люди покинули ферму Беллов. Сам генерал Джексон, герой битвы при Новом Орлеане, вспоминая об этом случае, говорил: «Я бы лучше сражался с целой британской армией, чем имел дело с одной ведьмой Беллов». Ведьма мучила семью несколько лет. Больше всего доставалось Джону и его дочери Бетси. Бетси подросла и стала встречаться с молодым человеком по имени Джошуа Гарднер. Была объявлена помолвка, но дух ведьмы объявил, что свадьбе не бывать.
Он преследовал их в доме, в поле, кидал в них камни, таскал за волосы и в итоге поклялся, что если они поженятся, то он не даст молодым ни минуты покоя. В 1821 году помолвка Бетси и Джошуа была расторгнута. Ведьма оставила Бетси в покое и принялась за Джона Белла, сказав, что сведет его в могилу. С того самого дня здоровье Белла начало ухудшаться. Его постигла странная болезнь. Язык распух до такой степени, что не помещался во рту. Он с трудом мог есть и почти не говорил. Приступы длились часами. Развился нервный тик, который перешел в судороги. Он почти никуда не выходил. Осенью 1820 года Джон Белл попытался подняться с постели и дойти до фермы, но ведьма не позволила ему это сделать. Отец зашатался так, будто получил удар по голове, вспоминает его сын Ричард, и грузно осел на бревно, лежавшее у обочины. Лицо его задергалось, быстро сменяющие одна другую гримасы исказили его. С ног Джона Белла слетели башмаки. Ричард попробовал помочь отцу обуться, но башмаки тут же слетели снова. Вокруг стоял шум, ругань, издевательское пение и крики. Когда все утихло и судороги прекратились, ослабевший Джон сел на поваленное дерево и заплакал. После этого Джон Белл слег и больше уже не вставал. Согласно рассказам, ведьма с удовольствием мучила его во время недуга и в конце концов отравила его одним декабрьским утром, когда он лежал без сознания после нескольких сильных припадков. 18 декабря 1820 года ему дали его обычное лекарство. Сразу же его самочувствие ухудшилось, началась агония, которая длилась до утра. Утром Джон Белл отошел в мир иной. Взяв пузырек с лекарством, которое Белл принял накануне, так как были подозрения, что там вместо лекарства было что-то другое, Джон Белл-младший дал попробовать эту жидкость домашнему коту. Кот тут же и сдох. Тут же ведьма объявила: «Я дала старику Джеку хорошую дозу этой штуки прошлой ночью, и это ему помогло». Жидкость не отдали на экспертизу. Джон Белл-младший выбросил пузырек с остатками в камин. Так что причину гибели старшего Белла установить на тот момент не удалось. Говорят, что ведьма прервала панихиду, распевая непристойные застольные песни. После его смерти о ведьме больше не сообщалось. В доме стало спокойно. Только однажды, когда вся семья собралась за обеденным столом, раздался грохот. Из камина повалил дым. Все услышали голос ведьмы: «Я ухожу, ждите меня через 7 лет». И ровно в назначенный срок ведьма объявилась снова. Тогда в доме жили только Люси и 2 ее сына. Опять раздавались подозрительные звуки. Барабашка стаскивал со спящих одеяло. Возможно, ведьме не хватало присутствия Бетси. Возможно, ее поражало равнодушие жителей дома, так как они договорились не обращать на дух внимания. В конечном итоге призрак исчез, пригрозив вернуться через 107 лет, то есть в 1935 году. Но только больше дух никогда не появлялся в доме. Ричардом, сыном Джона Белла, была написана книга «Наши семейные тревоги» о том, что им довелось пережить. Еще одна книга «Ведьма Беллов» была опубликована Чарльзом Бейли Белл, доктором из Нэшвилла. История про ведьму Беллову упоминается в истории Теннесси братьев Гудспид в 1886 году. Всего было написано больше 30 книг и снято несколько фильмов. Например, такие: «Призрак Красной реки» режиссера Кортни Соломона. В фильме показана самая зловещая версия легенды про Беллов и их проклятие. «Призрак в доме семьи Белл» – фильм о ведьме, терроризировавшей маленький городок в штате Теннесси с 1817 по 1821 год. Преследуя семью фермера Джона Белла, призрак вынуждает его вступить в ужасающую схватку ради спасения жизни своих детей и своей собственной. Эта мистическая и трагическая история случилась давно, но об этом загадочном случае до сих пор идут споры. Кто-то считает,
этот случай проявлением полтергейста, другие находят в нем дьявольские силы, а кто-то настаивает о массовой галлюцинации. Интересно, замешана ли здесь Кейт Бетс, которая прокляла когда-то семью Беллов? Заболевание Белла в наше время считается неврологическим расстройством. В начале XIX века о подобных расстройствах было известно совсем мало. И вариантов лечения практически не было. Об этой легенде до сих пор спорят, но к единому мнению пока что так и не пришли. Главный вопрос, которым задаются исследователи паранормальных явлений, что это было? Что на протяжении нескольких лет изводило людей, делало их жизнь невыносимой, отравляло им существование. Благодарю всех подписчиков и гостей канала за просмотр. Если вам было интересно, ставьте лайк, пишите комментарии, я буду благодарна. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. Всем желаю добра. Пока.